Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать. Нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Газал Jeans. Здесь на 50 грамм 170 метров. 58% хлопок и 42% акрил. И мне понадобится зеленый, розовый и желтый цвет. Но вначале я вязала мотивы с белой серединкой. К сожалению, белой пряжи мне не хватило, поэтому я начала вязать мотивы с желтой серединкой. Поэтому у меня мотивы немного различаются, но вы можете использовать всегда один цвет. И для этой пряжи буду использовать крючок 3 мм. Также нам понадобится иголка с большим ушком, чтобы сшивать мотивы. Вязала я на 42 размер. Свои параметры я сейчас продублирую на экран. И на этот размер у меня ушло 2,5 мотка зеленого цвета, 2,5 розового, наверное, 1 моток желтого цвета. А если вам нужен размер побольше, то можете вставлять дополнительные линии из мотивов. У меня здесь по плечу получается всего один мотив, то есть одна полоса. Вы можете добавить еще одну, и уже следующая будет вот с таким треугольником. Также по спинке можете увеличивать количество мотивов. Здесь можно схематично нарисовать и посмотреть, сколько вам мотивов понадобится. А сами параметры изделия я сейчас оставлю на экране. А сам мотив у меня имеет длину 9 сантиметров. 9 на 9 получается. Для моего размера мне понадобилось 68 полных мотивов вот таких. И также мы с вами будем вязать полумотивы, треугольники. Их нужно будет 2. Я об этом дальше еще по ролику расскажу. Берем пряжу белого цвета и начнем мы с серединки. Делаем кольцо амигуруми, располагаем нить следующим образом и оборачиваем. Должно получиться перекрестие. Берем крючок 3 мм, заводим под нить, вытягиваем рабочую нить и теперь, придерживая круг, набираем воздушную петлю. Вытягиваем кончик нити. Дальше в круг мы провяжем 12 столбиков без накида. Для этого заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязываем их, заводим крючок опять внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязываем их. Получилось 2 столбика. Вяжем так, пока не будет 12. Посчитать их можно по вот этим косичкам. 1, 2, 3 столбик. Двенадцатый. Вытягиваем нить. Обрезаем, оставляя небольшой кончик. Дальше не вытягиваем. Берем вот эту нить от круга. Не рабочую нить, а именно, которую мы делали круг. И затягиваем так, чтобы затянулся круг. Дальше вытягиваем уже нить рабочую. Это у нас лицевая сторона. Поворачиваем на изнаночную. Заводим крючок поменьше за первый столбик, за обе стенки и вытягиваем нить, которую вязали. Вот так будет выглядеть лицевая сторона. С изнаночной стороны вот эти 2 кончика завязываем на узел.
Я советую сразу прятать все кончики нити в вязание, чтобы потом этим не заниматься. Берем крючок поменьше, с изнаночной стороны завожу крючок за столбики, между ними протягивая нить. Обе нити точнее. После чего обрезаем. Дальше будем вязать розовой пряжей. Берем опять крючок 3 мм, лицевой стороной наш круг и заводим крючок за обе стенки столбика. Берем нить, вытягиваем рабочую нить розового цвета и теперь набираем 20 воздушных петель. Набираются они таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая. Итак, 20. Теперь вот так я опускаю, и у меня получается разворачивается наш круг. Здесь я смотрю, чтобы косичка у меня была ровная, нигде не было перекрутов. И вот так поворачиваю. Теперь заводим крючок за следующий столбик. И нам нужно будет сделать соединительный столбик. Для этого вытягиваем рабочую нить из столбика. И теперь эту же нить протягиваем через имеющуюся петлю. Придерживая все нитки, вытягиваем. Первый лепесток готов. Дальше опять 20 воздушных петель. Первый, вторая, 20. Теперь опять провожу по этой цепочке, смотрю, чтобы нигде не было перекрутов. И завожу крючок за следующий столбик. Вытягиваю рабочую нить. Прохожусь еще через нить на крючке. И опять 20 воздушных петель. 20. Соединительный столбик за следующий столбик нашего полотна. Так делаю по всем столбикам. Всего должно получиться 12 таких лепестков. Все, захватила последний столбик, провязала лепесток, и кажется, что все, лепестки готовы. Но нет, если их пересчитать, у нас их получается 11. 12 сейчас еще довязываю. Когда мы провязали последний столбик, вот здесь захватили, то на самом деле еще один лепесток нужно провязать, чтобы у нас их получилось 12. И теперь заводим крючок за самый первый столбик. Делаем соединительный столбик, вытягиваем нить и обрезаем. Вытягиваем. Дальше поворачиваем на изнаночную сторону. Здесь у нас тоже кончик нити. Мы завязываем узелок. И эти две нитки прячем с изнаночной стороны опять между столбиков. Поворачиваем опять на лицевую сторону и берем пряжу зеленого цвета. Вязать зеленым цветом мы начнем с вами с угла. То есть вот эту часть сейчас провяжем и будем двигаться против часовой стрелки. Заводим крючок за лепесток, просто внутрь лепестка. Берем нить. Вытягиваем
И теперь набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. При этом я придерживаю здесь и лепесток, и вот эту нить от начала вязания. Дальше я ее назад увожу. И вот так вот придерживаю. Набираю накид. Мы с вами будем сейчас вязать недовязанные столбики с одним накидом. Делаю накид. Завожу крючок за лепесток и за нить. Вытягиваю. На крючке должно быть 3 петли, мы провязываем только 2. 2 осталось. Делаем накид. Заводим крючок опять внутрь лепестка. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 4 петли, провязываем 2. Осталось 3 петли, и мы их провязываем. Теперь набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше накид, крючок внутрь лепестка. Вытягиваем, провязываем 2 петли. Опять накид, крючок внутрь лепестка. Провязываем 2 петли. Опять накид, лепесток. Провязываем 2 петли. И на крючке осталось 4. Мы их за один раз все провязываем. Получается вот такая вершина. Набираем 5 воздушных петель. Находим следующий лепесток. Заводим за него крючок. И делаем столбик без накида. 5 воздушных петель. Находим следующий лепесток. Заводим за него крючок. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. За следующий лепесток делаем вершину. Получается у нас между вершинами по 2 столбика без накида. Вот здесь мы провязали. Сейчас делаем вершину. Потом опять 2 столбика без накида. Потом вершина. 2 столбика, вершина, 2 столбика. А между этими столбиками 5 воздушных петель. Опять набираю 5 воздушных петель. Делаю накид. Завожу крючок за следующий лепесток. Провязываю 2 петли. Накид. За лепесток. 2 петли провязываем. Накид. Опять 2 петли. Получается у нас здесь столбики с одним накидом не довязаны с единой вершиной. У нас остается 4 петли, и мы их провязываем за один раз. 5 воздушных петель. Повторяем такой же элемент. Накид в лепесток. Провязываем 2 петли. Накид. Опять 2. Накид. И 2 петли провязываем. Опять остается 4. Мы их провязываем все вместе. Теперь 5 воздушных петель. За следующий лепесток провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Опять за следующий лепесток провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. И уже делаем вот такую вершину. Так же, как мы делали ранее. Мы находимся уже вот здесь. Нам опять нужно набрать 5 воздушных петель. Сделать столбик без накида.
5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель и вершина. Вершину провязала, опять 5 воздушных петель, столбик без накида, воздушные петли и последний лепесток также провязываю столбик без накида, после чего опять воздушные петли 5. И здесь нам нужно соединить с началом вязания. Заводим крючок за столбик и делаем соединительный столбик. Вытягиваем рабочую нить, обрезаем. Дальше поворачиваю на изнаночную сторону, вытягиваю нить, закрепляю. Для этого делаю узел. И теперь заводим крючок вот за эти столбики и вытягиваю нить. После чего можно обрезать. И теперь нам нужно связать два вот таких треугольника, то есть половину мотива. Они у нас будут на горловине. Беру пряжу желтого цвета, делаю кольцо амигуруми и в него нам нужно провязать 7 столбиков без накида. Здесь, в принципе, схема будет плюс-минус такая же, только уменьшится количество. 7 столбиков провязываем, 7 нить вытягиваем, обрезаем, затягиваю. И теперь вот эти две нитки связываю в узел и прячу их на изнаночной стороне. Берем пряжу розового цвета и на лицевой стороне заводим крючок за первый столбик. Провязываем 7 лепестков. Кажется, что нужно провязать 6, так как мы вяжем все-таки половину мотива, но нет, нужно провязать 7 лепестков. Я вам потом покажу для чего. И последний лепесток прикрепляем, захватывая нити. Вытягиваем. Также на изнаночной стороне розовые нитки закрепляем. Здесь уже одну с одной стороны. Делаю узелок. И завершаем наш треугольник нитью зеленого цвета. Берем опять за лицевую сторону. Заводим за первый лепесток. И провязываем сначала 3 воздушные петли. Теперь 2 недовязанных столбика с одним накидом с единой вершиной. У нас с вами далее было 5 воздушных петель и опять столбики с одним накидом с единой вершиной. Но здесь мы с вами просто сделаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И находим следующий лепесток. Делаем столбик без накида. Вот такого полноценного угла у нас здесь с вами не будет, только половинка его. Дальше 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель. Здесь уже полноценный угол. Вот этот момент у нас сейчас. Здесь вяжем, как в обычном мотиве, угол, как я вам показывала ранее. И продолжаю, довязываю угол. Воздушные петли, 5
столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель и опять недовязанный угол. Делаем 3 столбика с одним накидом недовязанных с единой вершиной. Мы с вами так делаем в каждом углу, то есть мотив этот я вам уже показывала, поэтому здесь я вяжу быстро, просто показать принцип. Обрезаю нить и теперь прячем оба кончика нити с одной и с другой стороны на изнаночной стороне. Также делаю узелок. Готово. Так как я использую мотивы с разными серединками, поэтому делаю 2 детали. У одной с желтой серединкой, другой с белой серединкой. Так, если у вас серединки одинаковые, то 2 вот такие одинаковые детали нужно провязать. После того, как все мотивы связала, я их не отпариваю. Сначала полностью все соединю и потом уже отпарю изделие. Вы, если хотите, можете сначала отпарить мотивы. Провязал необходимое количество квадратов, теперь их нужно соединить. Начнем мы с вами с детали туловища. И сейчас на экране схематично я отметила, где будут располагаться квадраты. Там, где циферка 1 и стрелка. С этого момента мы начинаем соединять. То есть мы сейчас будем соединять по прямой. Нужно будет соединить 8 квадратов с одной стороны и 8 квадратов с другой стороны. У меня квадраты с белой и желтой серединкой, я их буду чередовать в шахматном порядке. И теперь разворачиваем наши квадраты лицевой стороной. Лицевая сторона выглядит вот так. У нас с вами здесь находятся косички. С изнаночной стороны перемычки. И квадраты соединять мы с вами будем на лицевой стороне, захватывая стенки воздушных петель. Для этого нам понадобится нить зеленого цвета и иголка. Берем нить подлиннее, чтобы нам точно хватило. У меня здесь примерно 1,5 метра. Дальше берем квадрат. И вот у нас угол. Нам нужно отсчитать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И захватить ближайшую стенку к нам от воздушной петли. Только одну стенку. Берем другой квадрат. Также от вот этого угла отсчитываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И также подхватываем ближайшую стенку. Теперь вытягиваю иголку, оставляю небольшой хвостик. Поначалу будет неудобно, но дальше все станет легче. Дальше находим следующую воздушную петлю. Вот она у нас. И захватываем стенку одну. На другой стороне также одну стенку захватываем у следующей воздушной петли. Вытягиваю нить. Каждый раз мы будем проходить иголкой справа налево. И также хвостик придерживаем, чтобы не распустилось. Опять находим следующую воздушную петлю. Также находим следующую воздушную петлю. Проходимся иголкой. И так, захватывая с одной стороны одну стенку, у другого квадрата другую также стенку, и мы соединяем. С одной стороны воздушную петлю подхватили, с другой стороны. На весу немного неудобно показывать, но я думаю, уже немножечко понятно. Вытягиваем. И так соединяем. Теперь нужно присоединить по всей вот этой длине. Можно квадраты положить и таким образом соединять. Не забываем затягивать нить. Теперь доходим до вот этого угла. И там покажу, до какой степени нужно будет соединить. Присоединила. Здесь получается столбики. И дальше нам нужно также 3 воздушные петли соединить. Первая. 3 воздушные петли от угла вот этого.
Первая. Вторая. Третья. Если вот здесь получается слишком широкое полотно, то можно, подтягивая нить, аккуратно затянуть. Можно регулировать. Берем следующие два квадрата. Опять у меня желтая серединка и белый. Только я меняю местами. Так же, как и при присоединении этих квадратов, нам нужно отсчитать 3 воздушные петли. Не отрывая нить, мы берем наш квадрат. Также лицевой стороной от угла отсчитываю 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Захватываю стенку, которая к нам ближе. У другого квадрата также отсчитываю 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. И подхватываю стенку. Заводим иголку. И теперь удобнее всего это делать на столе или где-то расположив квадраты. Я вот так соединяю, затягиваю нить и дальше начинаю присоединять наш квадрат. И затягиваем. Стараемся следить за тем, чтобы не заходить по несколько раз иголкой в одно и то же место. Я решила воспользоваться иголкой, так как крючком было еще неудобнее соединять, поэтому остановилась на соединение деталей иголкой. И теперь опять продолжаем соединять квадрат в высоту, также захватывая от этого угла 3 воздушные петли и с этой стороны, соответственно, 3. То есть я вас ориентирую, до какой высоты мы довязываем. И теперь соединяем так квадраты, пока у нас с одной стороны не будет 8 квадратов и с другой стороны не будет 8 квадратов. Все, сшила наши 8 мотивов. Вот так вот шьем, поворачиваем. Опять же на экране оставила линии красные, где мы сейчас будем пришивать. Сейчас нам понадобится полумотив вот такой. И дальше полноценные мотивы будут. Беру опять нитку зеленого цвета и поворачиваю, как мне удобно. То есть вот так. Здесь я подхватываю стенку столбика. И с другой стороны также стенку от столбика. То есть не вот эти воздушные петли, а где у нас столбик был провязан, стенку подхватываем, вытягиваем и дальше начинаю по воздушным петлям пришивать. Так как у нас с вами у полумотива не было вот этих дополнительных воздушных петель, и у нас получается с вами с одной стороны полумотив, дальше 6 полноценных мотивов и в конце опять полумотив, то есть наши треугольники. Все, пришиваю сейчас вот этот мотив и еще 6 полноценных. Также здесь соблюдаю правила шахмат, если у вас серединки тоже разные. Соединила, и теперь берем еще один треугольник. Здесь мы будем сшивать от угла, поэтому также отсчитываю 3 воздушные петли, первая, вторая, третья, и завожу иголку. С другой стороны также. И дальше продолжаю сшивать наши детали, дошивая до конца. Пришила, и теперь на изнаночной стороне закрепляю эту нить. Вот эти 4 квадрата — это спинка. Нам нужно вот так пришить 4 квадрата для спинки. Сейчас схематично
я нарисовала, где этот шов будет проходить. Отступив треугольник, квадрат, вот эти 4, для них провязываем еще по одному. И в конце у нас также останется 1 квадрат и треугольник. 4 квадрата для спинки пришили. И теперь нужно пришить по 1 квадрату на полочке. С этой стороны, здесь у нас с вами будет пройма, проходить рука. Получается у нас треугольник, квадрат и над ним еще 1 квадрат. И с другой стороны пропускаю вот эти 4 квадрата. Также нужно пришить 1. И все, детали по горизонтали мы с вами сшили. Нам нужно прошить вертикально, то есть снизу вверх. И сейчас схематично я отметила, цифрами обозначила последовательность сшивания. И первое, с чего мы начнем, это вот с этого края, с полочки будем пришивать до вот этого момента. Здесь все точно так же, только не нужно присоединять новые квадраты. Отступаю 3, завожу иголку, дойду до стыковки и покажу, как там делаем. Дошиваю. Здесь, конечно, может быть где-то спутаемся, но ничего страшного. И теперь, смотрю, у меня были вот эти уже задействованы петли, но я еще раз пройдусь для закрепления. И дальше начинаю сшивать по такой же логике. У полочки все полностью прошили, оставили вот здесь, где пройма, и пока с этой стороны тоже, и пока эту деталь откладываем. Теперь нам нужно подготовить рукава. Рукава будут выглядеть как прямоугольники 4 на 5. У меня один готов, и я вам сразу хочу сейчас показать, как присоединять рукав к самой кофте. Дальше пришьем рукав к пройме. Берем деталь рукава, лицевой стороной она сейчас на меня смотрит. И мы будем пришивать от угла правого квадрата вот таким образом к квадрату со стороны спинки. Пришьем первый квадрат, дальше второй квадрат, после чего продолжим вязать, уже переходя на полочку. Пришьем 1 квадрат и второй. И сейчас переворачиваю вязание вверх ногами для того, чтобы мне удобно было шить. Беру деталь лицевой стороной, там, где 4 квадрата, и прикладываю. Теперь пришиваю 2 квадрата. Вот этот и вот этот. Здесь у нас все лицевой стороной на нас смотрит. Мы с вами потом рукав будем заворачивать вот таким образом. И сшиваем пока только вот эти 4 квадрата. Дошиваю. Дальше вот у нас продолжается деталь рукава. Мы ее, получается, будем заводить уже на полочку. Вот таким образом. Поэтому здесь дошиваю, подхватывая нити, чтобы надеть дырочек с вами не было никаких. И дальше уже начинаю также по петлям пришивать детали. Можно уже наоборот развернуть к нам и шить наверх. Дошиваем. Все, пришила. И теперь главное не запутаться в деталях. Нужно разложить их следующим образом. Лицевой стороной сейчас у меня деталь. Нам нужно, вот у нас полочка. Кладем ее на спинку. И от этого квадрата присоединяем вниз до конца рукава все квадраты. То есть мы с вами соединили шов
плечевой и рукав. Беру нить, желательно подлиннее, и начинаю пришивать. Также на лицевой стороне. Все на лицевой стороне мы здесь шьем с вами. Все, пришили мы с вами полностью один рукав, все здесь соединили, и теперь то же самое нужно повторить у другого рукава, то есть чтобы они у нас оба были готовы. Дальше мы обработаем по периметру всего полотна. Завязки у нас будут располагаться вот здесь, где треугольные мотивы, с одной стороны и с другой стороны. Мы с вами начнем обрабатывать изделие снизу, с левой части. Берем пряжу, крючок 3 мм наш, и будем провязывать столбики без накида. Сейчас расскажу, как будем их вязать. Берем наше изделие, это у нас лицевая сторона. Теперь, где у нас арка, заводим крючок, набираем воздушную петлю и провязываем сюда 2 столбика без накида. Для этого заводим крючок в арку, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас 2 петли, и мы их сразу провязываем. Сюда же провязываем еще один столбик без накида. Дальше провяжем столбик без накида, захватывая вот здесь вершину. После чего провязываем 5 столбиков без накида по воздушным петлям, заводя крючок под них. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь захватываем столбик от предыдущего ряда, подхватывая обе стенки, заводим крючок, вытягиваем и провязываем 2 петли. Опять 5 воздушных петель, значит провязываем 5 столбиков. Теперь подхватываем столбик. Опять 5 столбиков за воздушные петли, проходясь под ними. Теперь вот в эту арку провязываем 2 столбика, так как у нас с вами здесь осталось 2 воздушные петли. После чего подхватываем место соединения мотивов. И опять, где следующая арка, 2 столбика. Столбик над вершиной. И здесь по такой же логике до конца этого мотива. Довязываю сюда еще один столбик. Дальше вот сюда, где у нас место соединения мотивов. После чего набираем воздушные петли для завязок. Цепочку из воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И здесь набирайте такое количество, которое вам необходимо для того, чтобы сделать завязку. Но не забывайте считать, чтобы у второй было такое же количество воздушных петель. Я набрала цепочку из 50 воздушных петель. И это 25 сантиметров. После того, как набрали воздушные петли, заводим крючок во вторую воздушную петлю. И будем делать соединительные столбики. Для этого вытягиваем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Повторяем. Заводим крючок за следующую воздушную петлю. Вытягиваем рабочую нить и проходимся ею через петлю на крючке. Сильно здесь не затягиваем. Такие соединительные столбики продолжаем, пока не будет провязана вся цепочка. Провязала. И теперь продолжаем вязать столбиками без накида. Здесь я подхватываю нити. Дальше, где у нас половина нашего мотива, провязываю 10 столбиков без накида. Дальше здесь подхватываю белую часть. И продолжаю так. Смотрю, где сколько необходимо мне столбиков.
После чего опять 10. После чего продолжаем обвязку. Вот здесь мы с вами находимся. Идем на деталь спинки и спускаемся по другой стороне до вот этого фрагмента. Здесь мы также будем делать завязку. Дошла до места для завязки и теперь опять набираю 50 воздушных петель, как набирала для предыдущей. После чего также в обратную сторону провязываю соединительные столбики по всей цепочке. Довязала. И теперь продолжаю опять столбиками без накида провязывать. Теперь нужно провязать вниз по квадратам и по низу изделия, то есть завернуть и по низу изделия тоже полностью все провязать, вернуться в точку, где мы с вами начинали. Вот здесь, где угол, нужно будет провязать 5 столбиков, так как здесь 5 воздушных петель. Все, вот так вяжем. И после того, как низ изделия был обработан, то нить обрезаем и прячем на изнаночной стороне. Дальше нужно обработать край рукава с одной и с другой стороны по такой же логике, столбиками без накида. И все. Кофта у нас с вами получилась. После того, как я все провязала, ее отпарила. А если урок вам понравился, то не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и до скорых встреч!